проект называется «Наземно-космический интерферометр». Проект абсолютно исключительный, и мне не стыдно об этом говорить. В чем его исключительность? Исключительность проекта в том, что уникальный борт, научный борт, это антенна, которая из 27 углепластиковых лепестков, твердотельная антенна, она раскрывалась по команде в космосе и создавала единую поверхность радиотелескопа. То есть это необыкновенный конструктив, который удивил весь мир. Кроме того, бортовой научный комплекс состоит из 21 прибора. И весь интерес в том, что обычно в космических проектах, которые делает Академия наук, на борту стоит много приборов, но, как правило, каждый из них работает автономно. Сложность нашего проекта в том, что если из этого 21 прибора не сработал хотя бы один, то весь борт, то все бы не работало. То есть весь борт составляет практически единый прибор. И вот эти приборы выполнялись многими российскими организациями, многими иностранными организациями. Уникальный прибор, который впервые взлетел на борту космического аппарата в космос. Это бортовой водородный стандарт частоты. То есть это новая технология, которая позволит нашей космонавтике делать более точные, получать более точные результаты в совершенно разных направлениях исследований космоса и, кстати, Земли из космоса тоже. В нашем проекте необыкновенно серьезное значение имеет Земля, потому что это наземно-космический интерферометр. Значит, нужно, чтобы одновременно космическая антенна и земные антенны смотрели на один и тот же космический источник и получали от него сигнал. Все это должно быть обязательно абсолютно точно сфазировано. И сейчас Земля, наша научная, состоит из 3 частей. Значит, первая, нельзя сказать, какая из них главная, просто без них работать нельзя. Значит, один из элементов – это наземная станция слежения. Это аппаратурный комплекс сложнейшего устройства, который установлен на радиотелескопе Академии наук РТ-22, который находится в Пущино. За год работы что делает станция слежения? Она получает от системы высокоинформативного радиоканала, который создан специально в проекте для передачи научных данных. Очень часто при небольших объемах информации пользуется служебной радиолинией аппарата. У нас была создана отдельный высокоинформативный радиоканал, вот эта линия, который исполнял РКС, ОАО «Ракетно-космические системы», делали бортовую часть. И вот эта антенна Вирка, остронаправленная, о важности юстировки которой говорил Владимир Евгеньевич, она должна точно уметь передавать сигнал на антенну наземной станции слежения. Это одна часть наземного комплекса. Вторая часть – это практически все крупнейшие радиотелескопы мира. Значит, из российских телескопов с нами будет работать Калязинская антенна РТ-64, принадлежащая ОАО КБМИ. Сейчас работает в проекте очень активно украинская антенна в Евпатории РТ-70. Вы понимаете, что 70 – это диаметр антенны. Кроме того, работают 2 американские антенны в Аресибо, 300 метров диаметром, она неповоротная, и 100 метров VLA, антенна американская. Работают 2 итальянские самые крупные антенны, работает испанская антенна, работает 50-метровая японская антенна, и работает весь комплекс австралийских антенн. То есть сегодня весь мир настолько заинтересован в нашем проекте, что все радиоастрономы мира принимали участие в том совещании, которое прошло у нас буквально в июне месяце. У нас есть такая организация, которая называется «Научная группа управления проектом». И туда, в эту группу, входят ведущие радиоастрономы всего мира. Сегодня мы отмечаем годовщину с момента запуска. Был успешно раскрыт радиотелескоп. Это параболическое зеркало, параболическая антенна, сделанная из углепластика. Такая конструкция реализована впервые и имеет большое количество приложений для космической связи в будущем. Она обладает очень высокой точностью. И вот создан космический интерферометр, фактически позволяющий решать те задачи, как если бы мы построили
радиотелескоп с параболическими антеннами размерами от Земли до Луны, около 300 тысяч, 380 тысяч, если до Луны это будет, километров размерами. Ясно, что такой телескоп даст огромное разрешение по исследованиям удаленных источников, и можно будет решать целый ряд важнейших задач, которые сейчас имеются в астрономии. Создана специальная станция приема информации, она пока уникальная, впущена под Москвой, антенна параболическая тоже диаметром 22 метра, и вот здесь группа наших коллег, которые связаны с приемом информации с космического радиотелескопа. И в настоящее время создаются такие же станции приема в Соединенных Штатах, недалеко от Вашингтона, и в Южной Африке. Мы приступили сначала к самым простейшим исследованиям, поскольку радиотелескопов в одиночку изучающих отдельные объекты просто не было. И вот сканирование, то есть изменение направления на источник и около него, дали вот такой отклик сигнала, который здесь показан, а справа имеет изображение, оптическое изображение, которое имеется уже в настоящее время от источника, который излучает радиоволны, связанные с тем, что 300 лет тому назад был взрыв звезды в созвездии Кассиопеи. Вот излучение от остатков взрыва доходит до нас и дает радиосигнал в настоящее время. Здесь показано наблюдение импульсов радиоизлучения, которые приходят от другого взрыва звезды. Взрыв произошел в 1054 году, во время царствования Владимира Мономаха на Руси. А сигналы этого излучения мы принимаем в настоящее время. Почему? Потому что в центре этого изображения образовалась нейтронная звезда с гигантским магнитным полем. И эта вращающаяся звезда с магнитным полем дает периодические импульсы 33 раза в секунду, а в течение часа несколько раз дает излучение очень мощных импульсов. Здесь вот наблюдения области звездообразования на самой короткой волне проведены, одного из источников уже в нашей галактике тоже, показывает сложную структуру этого района. Одним из предположений, сделанным несколько десятилетий назад нашим великим соотечественником профессором Шкловским и Самолчем, что вот эти мазерные линии излучения, может быть, связаны с областями, где образуются планеты, и мы сможем увидеть реально планеты, которые только начали двигаться вокруг образующейся и еще не полностью сформировавшейся звезды. В июне месяце было совещание впущено в Наукограде, впущено, где находится наша радиообсерватория, где находится центр приема информации. Присутствовали представители всех крупнейших обсерваторий Европы, Индии, Японии, Австралии, Канады, Соединенных Штатов. И они полностью одобрили ту программу, которая прошла в течение этого года, и наметили планы на исследование будущего года. Значит, они подтвердили активное участие всех крупнейших телескопов в этой программе и наметили конкретные объекты для проведения исследований. Я бы хотел кратко остановиться на еще одном эксперименте, который установлен на спутнике «Спектр-Р». На самом деле, кроме эксперимента «Радиоастрон», у нас еще есть на этом спутнике так называемый эксперимент «Плазма-F», предназначенный для исследования солнечного ветра. Солнечный ветер, это, так, для справки, это поток плазмы, который постоянно распространяется от Солнца и заполняет собой Солнечную систему, вот, не путать с солнечным ветром, который состоит из фотонов. Вот для исследования этого солнечного ветра Институтом космических исследований было подготовлено эксперимент, состоящий из 3 приборов, сделанный в широкой международной кооперации с участием России, Украины, Чехии, Словакии, Китая, Киргизии. И всего это
Это очень, в отличие от основного эксперимента радиоастрона, очень небольшой эксперимент весом всего порядка 12 килограмм. И эта платформа Спектр-Р, она очень удобна, этот спутник очень удобен для таких исследований, потому что орбита вытянутая, уходит к Луне, и 8 дней из 9 периода орбиты мы проводим солнечный ветер. Главный аспект, который я хотел отметить, это такая потребность в открытиях. Вот у нас спрашивают, ну что же, вы год летаете, а где открытие? А что открыто? А что обнаружено? А когда это будет? Даже должен вам сказать, что даже наземная радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами имеет какой-то цикл своей работы. Вот мы на Земле еще не было, когда этого спутника давали задания в заявке на наземные телескопы, они проводили наблюдения, потом эти данные поступали на коррелятор, в корреляторе мы их обрабатывали, потом анализировали, получали изображение. Этот цикл примерно 1 год, вот просто разумно, если не совсем. Быстрее его сделать нельзя. С нашим же инструментом еще сложнее. Сам по себе он ничего не видит. То есть он видит излучение ярких объектов, но они без стоимости. Только когда мы сопоставляем 2 ока, один далекий, а другой близкий на Земле, мы начинаем видеть некие эффекты. Так сказать, зрение наше, как в микроскопе, увеличивается. И сам проект, конечно, направлен на открытие, потому что мы сделали орбиту с очень большими удалениями. Был спутник такой VSOP, он летал только на 20 тысяч километров. И практически ничего, в 3 раза у него разрешение было лучше, он ничего не внес. Мы же сделали в 10 раз больше. И теперь наша задача смотреть выбранные объекты с разных позиций. Не просто раз посмотрел и все. С этого результат маленький. Мы продемонстрировали там всякие интерференционные отклики. Они пока ничего, кроме того, что работоспособен корабль и действует, МОХ-инструмент вообще не действует, скажем, на удалении от Земли перестал показывать интерференционные отклики, потому что объекты все большие. Нет, объекты все действительно маленькие, в них есть эти детали, их можно разглядывать, но нужно каждый объект посмотреть в течение года, как минимум, с разными проекциями положения аппарата на орбите. Он не просто так его навести куда-то, у него много ограничений, он не может смотреть в сторону Солнца, он должен быть связан все время с Землей, поэтому запрограммировать что-то, изучить один объект в течение недели никак нельзя. У нас 9 дней только период обращения. Поэтому сейчас только вот с февраля начата научная программа. Она дает только первые шаги о том, чтобы показывать перспективы этих исследований оправданы. Мы действительно имеем инструмент, который видит очень хорошо. А что касается, значит, открытий, их, наверное, надо ждать в течение следующего, 2-го года от существования. И, конечно, мы должны обобщить данные, полученные 1, 2, 3, 4, 100. У нас в потенциале 1000 объектов, которые нужно исследовать. Сопоставить эти измерения и тогда сделать заключение от природы того излучения, которое исходит из этих окрестностей черных дыр. Поэтому не следует ожидать внезапно завтра объявления, что мы что-то неожиданно открыли.